Краткое вступление. Запуск, задуманный в этой части, не состоялся из-за множества факторов, в том числе отсутствия у меня на момент начала работы опыта в этом вопросе. Видео получилось несколько иным, чем я себе его представляла, однако накопилось немало материала, который жаль было удалять, поэтому оставлю его здесь. Работа начинается с разбора салона для более удобного взаимодействия с проводкой. Перемещаюсь под капот, чтобы раздербанить еще и подкапотное пространство. Достаю старый блок предохранителей. Вот что произошло с ключом, который лежал на протяжении, наверное, нескольких месяцев под капотом у девятки. Девятка поделилась с ним своей аурой. На данном этапе я немножечко приостановлю видео по той простой причине, что я же обычно снимаю на телефон циклическую, то есть непрерывную запись. Вот тут у меня стоял телефон. Опять так же все снималось, а тут, блин, под палящим солнцем еще стоишь. И вот я смотрю в телефон, а там экран потух, то есть прекратилась запись. В итоге, что, смотрю, он перегрелся. Там прям написано было, телефон перегрелся. И сейчас он вот лежит, отдыхает, то есть он не работоспособен у меня. Поэтому давайте мы еще водички немного подольем. Пусть лежит, отдыхает. В общем, я, наверное, не буду сейчас снимать полностью весь процесс. Я просто буду моментами захватывать. Но я думаю, он сейчас немножечко протрезвеет, отдохнет и снова будет в строю. Все равно этой проводки ей хана, а так у меня будут и разъемы, если что, запасные, и как бы провода будут. И мне так легче будет вытащить.
О как! Все. Задумано было выдернуть с корнем проводку и вдохнуть в облик короткого крыла и низкой панели электрическую начинку от 4. Первым шагом стала покупка блока предохранителей от 2114. О, сколько проводки. Процессор перегрелся. Так, это получается, к этому всему мы добавляем проводку подкапотную. Мозги, это которые не шьются. Просто потому, что все продавалось в сборе. Потом, возможно, перейду на какой-нибудь январь 5.1. Пока на таких. И самое главное, это приборная панель. Низкую панель я ни в коем случае выкидывать не буду, я оставлю ее. И как-нибудь аккуратненько туда поставлю вот эту вот приборную панель. Потому что тут уже есть тахометр. Визуально она мне нравится. Надвигаются выходные, а мне тем временем пришло 2 посылки. Сейчас будет такая небольшая распаковочка. Это мне пожаловала подкапотная проводка. Вон она, почти вся новая. Это уже салонная. Тоже в хорошем состоянии, но она уже вот это вот БУ. Как бы, в принципе, ничего страшного в этом не вижу. Самое главное, чтобы была рабочая. Проводка на ЭБУ у меня уже такая немного в потрепанном состоянии. Ну как немного? Ей хреново. Некоторые разъемы нуждаются в восстановлении. Например, вот практически у самого разъема треснула изоляция. И тут еще вот дальше она потрескалась от времени. Это, естественно, недопустимо. Мухи от котлет отделены, теперь можно заняться дефектовкой проводки. Сечение, наверное, все-таки в розовом немного побольше, а так розовый кажется намного больше, просто потому что тут изоляция вон какая толстая. Ну, зато теперь новый разъем есть. Потому что у меня таких клеммок нет, чтобы запиновать новый провод. Мне не понравилась вот эта вот картина, поэтому был куплен новый разъем.
По итогу имеется более-менее живая проводка. Сейчас я ее буду оборачивать в гофру. Вот мне как раз понаприходило. Это вообще на 2 провода, походу. Вот. Самая большая. Это я сейчас буду обтягивать толстую часть. По итогу у меня теперь есть 2 проводки. Одна, естественно, фара генераторная, ну там еще на стартере идет, не суть. И вот я восстановила проводку на мозги. Где были оголенные провода, я их заизолировала. Очень много было переделок с ней. Облепила в новую гофру. И теперь это можно устанавливать. Между делом я приобрела масляные и температурные датчики и заменила их. Что-то мне не очень нравится сама идея вон туда совать провода. Во-первых, их под капотом будет тогда омывать регулярно грязью. И как-то туда это все пялить, но не очень. Мне очень понравилось вот это вот место. Только сейчас надо будет найти какие-нибудь ручные средства, чтобы это сделать, потому что дрель я не включу, а аккумуляторной у меня нету. Вот это вот круглое зубило из куска лома я успела заточить еще, когда был свет. Вот я им особо-то и не пользовалась. Поэтому он сохранил свою остроту. Вот это, конечно, угол заточки. Вот здесь вот будет вырезаться отверстие. Не знаю, насколько аккуратно, но я приложу все усилия, чтобы было что-то похожее хотя бы на круг. Красного маркера у меня нету. Сюда сейчас в середину я ударю, а потом буду как-нибудь аккуратненько, не знаю, ножовкой я сюда, конечно, не залезла. Может, какую-нибудь пилку найду тут. Ну, вот по классике вот так вот разрежу. Там уже буду как-то выпиливать, наверное, вручную. Будь что будет. Блин, мне еще вот эта вот хреновина мешает. Ой, а она съемная. Ну ладно, я потом на сварку. Есть пробитие. Так, тем временем отверстие становится все больше. Ножницами я, естественное дело, сюда не полезу. Это варварство будет какое-то. Пока не совсем похоже, конечно, на круглое отверстие. Какая-то, блин, рубинообразная форма, что ли, я не знаю. Но у меня еще есть как бы запас. Я так поняла, мне вот этим вот
пазом. Им надо как раз таки вот попасть в то отверстие. Это значит, что надо найти что-то максимально похожее. Но если так мерить, то выходит 65. Но если учитывать, что оно еще должно туда утопиться, это еще минус где-то 2 миллиметра. 63 надо искать. И вот по нужному мне диаметру как раз подходит вот эта вот крышка от канистры. Вон сколько металла с нее нарезано. Пока у меня еще есть туда возможность подлезть, надо поставить датчик скорости. Я, наверное, сейчас сразу себе накидаю, что и как должно стоять, чтобы потом прокидывать проводку. Вот у меня есть такое вот ДМРВ, немножко бэушное, но, не знаю, оригинальное. Скорее всего, оригинальное, потому что ему 1000 лет, патрубок и фильтр-бокс. Фильтр, вон, кстати, еще чистый. Подарок шел. Да, конечно, идеал, но лучше, чем было. Вот он новенький, чистенький, красивенький, черненький патрубок. Надо взять вот этот вот переходник со старой гофры. А еще меня заинтересовал очень интересный момент. То есть оно вот как-то так встает и все, что ли? Тут никаких ни прокладок, ни сальников, ни уплотнительных колец, ничего не должно, что ли, быть? Потому что если я так соберу, такое ощущение, что у меня, наверное, будет какой-нибудь подсос воздуха. Оно очень неплотно сидит. Вот так вот выглядит кольцо ДМРВ. Я думала, что это будет просто как бы резинка, которая будет очень мягкая и будет как бы, ну, очень эластичная. А она идет по типу сальника. Устанавливается вот сюда вот для предотвращения подсоса воздуха. Вот. Теперь он заходит очень плотно и ничего не болтается. Самое интересное, что в комплекте с ДМРВ такое уплотнительное кольцо я не видела. Его нужно покупать только отдельно. До последнего я, конечно, не думала, что мне придется удлинять провода. ДМРВ у меня дотянется, а вот датчик температуры туда, ну, нереально его дотянуть. Поэтому его я сейчас буду, наверное, удлинять. Уже все обтянуло в гофру. Сейчас опять это все по новой снимать. Ну, ладно. Ну все. Фишка на датчик скорости, а сам датчик скорости вон там он внизу. То есть он как бы не настолько длинный, чтобы дотянуться аж до сюда. Сейчас буду, значит, и его тоже удлинять. И вот после немногочисленных манипуляций провод удлинен.
Жгут на форсунке у меня был, но не смогла найти, потому был куплен новый. Настал час прокидывать проводку в салоне. Что у нас получается? Из салона у нас идет 5 разъемов. 4 из-под торпедной проводки и вот один жгут проводки задней. И 4 вот разъема идут из-под капота. На самом блоке отдельная секция подкапотные жгуты и отдельно с салона то, что идет. И в соответствии вот с этим подключаем. Итак, теперь перемещаюсь назад. Шел черед и до него. Так, вот такая вот фишечка. И я купила жгут. Такой вот. Все соединилось. Далее идем по проводу. Питание бензонасоса. Накинула и подключила на время приборную панель. Затем были подключены оставшиеся разъемы. Подключаю контакт. Кронштейн троса газа пришлось покупать. Также купила новый трос газа. Но он не пригодился, так как мой дотянулся, его и оставила. Устанавливаю новые свечи. Следом установка генератора. Заливаю антифриз. Катушка зажигания. Кронштейна у меня, к сожалению, для нее нет. И в магазинах тоже нет. Это только заказывать. Поэтому, наверное, она, не знаю, где-нибудь полежит. К сожалению, запуск не получился. Однако, пройдя этот путь, я приобрела ценный опыт и ключевые навыки, связанные с данной темой. С этого момента я буду приступать к исправлению ошибок, которые и привели к такому исходу. До этого я покупала бак под тонкую шпильку вместе с насосом, но насос оказался неисправным. Я решила поступить радикально. Для своего удобства купила бак под толстую шпильку, так как на старом баке некоторые из них прокручивались, и это не внушало доверия. А также был приобретен новый модуль бензонасоса, чтобы исключить неисправность этой запчасти из списка в будущем. Реально, конечно, было.
Предыдущий баг был снят. Подготавливаю на его место теперь уже другой баг. Затем ставлю трубки. На первый взгляд может показаться, что у меня не так стоит бензонасос, да и вообще все наоборот. Но если учесть, что это мега-самоделка, да еще и сделана моими руками, то вопросы, наверное, отпадают. Фильтр я планирую чуть позже перенести под капот, там его удобнее будет менять. Просто поставила новый датчик детонации, потому что был. А тем временем подкидываю новую проводку. Некоторое время девятке пришлось постоять на улице. И чтобы никто случайно не позаимствовал генератор, а также половину подкапотного пространства, я это все вытаскивала. Сейчас обратно ставлю. Важный атрибут, который заслуживает места в сумочке – датчик указателя температуры. Это я опять туплю. Ситуация неприятная, конечно, но осадок остался.
Затем мне нужно было открутить 2 болта подушки. Собственно, то, зачем я откручивала болты подушки. И вот я смотрю на этот кронштейн и уже заранее знаю, его придется пилить, чтобы он подошел по отверстиям. Не хочу особо углубляться, так как еще больше себя опозорю, но вернемся во времена, когда у меня был только один кронштейн под катушку старого образца. Как только он пришел, я примерила и увидела. Кронштейн немного недоработан. С помощью болгарки сделала облегчение конструкции. Ну а там, где мешало усиление подушки, пришлось сделать пропил. Кривой, конечно, но тем не менее. Даже покрыла слоем грунта с краской, чтобы за 2 дня не сгнило. И вот кронштейн уже на своем месте. После занялась катушкой, и я даже ее прикрутила, но только потом я обратила внимание на разъем катушки зажигания, который был в проводке. Там было 3 контакта. Я просто не удосужилась заранее посмотреть, чтобы не было всей вот этой суеты без повода. Ну да ладно. Этот опыт остался в прошлом и даже немного пригодился, наверное. Минутка простофили пройдена, возвращаемся к тому моменту, где я дюпнула еще один кронштейн. Возможно, тоже придется пилить. Аналогичные доработки и вроде даже немного аккуратнее получилось, я не знаю. Тут очень важный момент именно собирать все по порядку. Есть определенный порядок болтов и как их нужно ставить. То есть я вот закрутила те 2, теперь у меня вот этот не дотягивается. А надо как-то так, чтобы оно все вообще натянулось и все встало. Притык. Тут вот сейчас не дотягивается вообще никак. У меня до отверстия резьбового. А вот сейчас я ставлю подходящую катушку и наконец-то вроде на верном пути. После катушки я подключаю разъемы проводки, которую недавно установила. Ну, в общем, в целом тут осталось делать не сильно много. С помощью интернета вообще нетрудно разобраться, что и куда идет. Но это я знаю, как бы. У меня вопрос был вообще по вот этим 2 разъемам.
Но я погуглила, красненький это на адсорбер, а это датчик фаз, по идее. Но у меня ни того, ни другого нету тут, поэтому мне их некуда подключать. Что касаемо лямбды, то выпуск у меня есть под лямбду с отверстием с одним резьбовым, а самого датчика у меня пока что нет, но это все решаемо. Ставлю новые высоковольтные провода в соответствии со схемой подключения. На самой катушке, кстати, тоже есть информация. Установка фильтрбокса и ДМРВ. Замок зажигания можно перепиновать, но у меня есть от 14 замок, поэтому от 9 будет лежать в запасе. Первый блин комом. Не загорелось вообще ничего, просто 0 реакции. Я полезла проверять базовые причины, почему такое могло произойти. В жизненно важных местах проверяла, приходит ли плюс. Это первое, с чего я начала. Да, вообще 0 реакции. Потому что машина тупая в плане электрики. Да и я сама, честно говоря, не особо умная, раз пропустила в одном месте массу, из-за чего и была тишина. Ну, после того, как я колхозно накинула массу, загорелась лампа АКБ и 2 экрана на самом щитке, и все. Я сейчас замерзну тут. Я просто по фану решила поменять блок предохранителей на другой, который визуально мне показался более живым, и там не было подгоревших моментиков. После этого к коллекции уже имеющегося прибавились лампы ручника, габаритные огни и вклиненные поворотники. Продвижения есть, но их нет. Меня заинтересовал бензонасос, и я решила проверить, а работает ли он вообще. Убедившись в работоспособности... Хотя, наверное, странно, что новая запчасть может не работать. Ну а дальше я опять продолжила тормозить на месте и думать мыслями или мыслить думами. Так или иначе, я собиралась ее мучить, поэтому по традиции немного масла в цилиндре. Тем не менее, проблема, по которой не работал бензонасос и стартер, не была решена. Я уже отчаялась и опять начала думать, перебирая одни и те же причины все снова и снова. Потом вспомнила, ведь у меня были еще мозги на нее с другой проводки. Но разъемы совпадали, и я решила попробовать подключить другое ЭБУ. Очень сомневалась, что дело в нем, потому что на момент покупки продавец мне уверенно говорил, что запчасть полностью работоспособна, так как снята с рабочей машины.
Я очень удивилась, когда она запустилась. Но удивление было вызвано скорее не тем, что, поменяв ЭБУ, все, что нужно, заработало, а тем, что у меня что-то даже получилось. Далеко не с первого раза, постоянно тупив и тормозив, еще и до невозможности долго, насколько этот ремонт затянулся. Ну, это, конечно, позор, я считаю, а то, что запустилось, это здорово. Я очень боюсь, что я плохо развальцевала. Не, сухо, нормально. Фух. У кого хватило терпения досмотреть эту Санта-Барбару до конца, большое спасибо за просмотр.